Привет-привет, друзья! Я в Финляндии, это столица Санта-Клауса, и, соответственно, выпуск будет этот не совсем обычный. Я хочу показать рождественский Хельсинки и показать нетипичные места в этом городе. Это, пожалуй, самое рождественское кафе во всем Хельсинки. И самое крутое, что здесь есть, это вот это. А ваша сосиска, где молодой человек? Боже, это самое милое и теплое приключение за сегодняшний день. Лучшая сосиска в моей жизни. Да. Сложно представить себе прогулки по зимнему Хельсинки без теплых, горячительных напитков. И, конечно же, это глинтвейн и грог. По-фински это называется греги, кажется, типа как-то так. Но все это можно попробовать на рождественском рынке каждую зиму на Рождественской площади, которая находится недалеко от морского порта. Ну и все здесь, конечно, красивенько. Is it every year market or only in this year? Every year. What the difference between Glintwein and Logi? There is no alcohol. Yeah, You can great. put almond and raisin inside. Ага. Все, смотрите. Идеально. Идеально. Тепло внутри, тепло в душе. Рынок временный, но работает каждый год, так что в каком году вы не поехали, вы на него обязательно наткнетесь. Шапочка с мумий-троллями. Прекрасный подарок из Финляндии на Рождество. Но есть еще одна крутая вещь, которую на таком рынке, к сожалению, никогда точно не найти. Верто – компания из Эстонии, которая делает крутые куртки. У куртки 22 фишки, которые делают жизнь путешественника значительно удобнее. Но, во-первых, это огромное количество карманов вообще для всего, что может пригодиться в любой момент. Камеры, телефоны, пауэрбанк, документы и всякие мелочи. Всего 13 карманов, в том числе скрытые. Например, есть скрытый карман для документов и денег, и никакой сицилийский разбийник не сможет их вытащить. Здесь карман, тут карман, все надежно закрывается. А еще прямо в куртке есть маска и подушка для сна, что дает возможность отдохнуть в любое время и в любом месте. Трушные путешественники заценят. Это идеальная куртка для путешествий. Особенно удобно в аэропорте на досмотре, когда из карманов ничего выкладывать не нужно, достаточно просто снять куртку и положить. Онлайн-магазин Верто дарит хорошую скидку моим зрителям и подписчикам. Используйте специальный промокод, он в описании к этому видео. Она до Питера, к сожалению, не успела дойти, поэтому в эту поездку я не взял, возьму обязательно в следующую. Ну а вы проверяйте, ссылка в описании, там будет скидочка, очень хорошая, в качестве новогоднего подарка, по-моему, это лучшая идея. Что
Что делают русские зимой? Помимо того, что смотрят обращение Путина и скупают весь майонез во всех пятерочках страны. Конечно, мы ходим в баню и прыгаем в прорубь. Финны делают почти то же самое, только намного чаще, конечно же. Это и вы обязаны сделать, если приезжаете в рождественский Хельсинки. И я вам порекомендую одно очень клевое местечко. Ребят, это что-то крутое будет, мне кажется. Стоит 14 евро. В эту стоимость входят и сами сауны, они здесь разные, их здесь много. И бассейн. Температура чуть больше 90 градусов. Ребят, какой кайф вообще. Фантастика. What do you have in your thermos? Water? Теперь уж точно, находясь здесь, внутри этой сауны, обязательно вам нужно сюда сходить. Есть женские, есть мужские помещения. В общем, все для людей, все прекрасно, все чисто, аккуратно. Вы просто обязаны сюда сходить, если вы в Финляндии. Иначе, если вы не были в сауне, значит вы не были в Финляндии. Есть два бассейна на выбор. На одном лед замороженный, на другом вода 27 градусов. Ну, иду я, конечно, в тот, который потеплее. Вот там тупо море, а здесь теплый бассейнчик. Короче, полотенца есть, фены, сушилки, все есть, все по-человечески. Так что не парьтесь, приходите и парьтесь. Именно потому, что продают на рынках, можно создать первое впечатление о стране по тем товарам, которые там продаются. Потому что сейчас мы идем на уникальный рынок, где ремесленники, мастера со всей Финляндии показывают свои товары, уникальные сувениры. И это лучшее место для того, чтобы впервые познакомиться со страной, что в ней происходит. Платье для путешественниц. Круто. Где Австралия? Тут. А это виды Хельсинки прямо на платье. The lion means that it's not a sign for one certain group of people of Finland. It means the whole Finland. And Finland is nowadays all kind of people. From all nationalities, all races, all colors, shapes, whatever, all sexualities. This is our lion. Чисто новогодний подарок для какого-нибудь ребенка. Очень мило. Ну реально, где такое еще можно было бы найти? Яблочного дерева. Изделия из дерева, да, медиаторы для гитары. Are you from Helsinki region or it's something? We're from Kouvola. Kouvola. Do you know where that is? Yeah. Like different items. Some shops have only earrings, some shops have only the text jewelry, and so Right. on. So they can buy whatever they want in, and they are selling it as they want. Is it your main business? That kind of. It's her main business. I work at the university. Это какие-то насекомые? Еда, это можно кушать. It's like snack for beer, really. Это семечки. Раньше это было трамвайное депо, и здесь есть трамвайный музей.
продавцы на этот рынок приехали со всех концов Финляндии, чтобы показать свой товар, показать свое мастерство, и чтобы зарядиться клевым настроением, купить реально необычные сувениры и подарки. Это место подходит лучше всего. И такие рождественские рынки, как правило, они временные, поэтому перед тем, как вы поедете в Хельсинки, нужно обязательно в интернете проверить всю инфу и посмотреть адреса рынков, где проходят актуальные рождественские ярмарки. Меня каждый раз печально удивляют истории, когда где-то в России закрашивают коммунальщики какие-то удивительные, огромные, красивые граффити, стрит-арт. Меня от этого каждый раз дико бомбит, каждый раз мне от этого больно. Но вот здесь, в районе Pasila Art District, совсем другая ситуация. Изначально этот район был типичной такой архитектурной утопией. Люди прошлого именно так видели жилые районы будущего. Но потом это превратилось, по сути, в столицу, одной из столиц уличного искусства, которая поддерживается государством. Все граффити рассредоточены по этому району, поэтому, чтобы найти самые лучшие его экспонаты, нужно прям походить, погулять. Но, по сути, в этом и есть прелесть, наверное, стрит-арта, потому что он открывается тем, кто умеет искать. Для общего развития и досуга клевое место. Вау! А еще это, по сути, музей такого района будущего глазами конструктивистов прошлых десятилетий. Поэтому, если вам интересно посмотреть на нетипичные Хельсинки, то это место нужно обязательно записать в свой списочек. Конечно, Рождество — это церковь. Это рождественские концерты. И лучше всего на рождественский концерт сходить в церковь, которая находится прямо в скале. Прийти сюда, чтобы послушать рождественские концерты. По-моему, каждый день здесь проходят концерты. Это может быть хор, может быть какой-то органный концерт. Поэтому запланируйте посещение этой церкви, название которой я не могу выговорить, чтобы прийти послушать классную музыку. Это книжка с церковными песнями, чтобы ты мог прийти и петь вместе со всеми. Вот такой вот церковный караоке. Сегодня оркестр играл на инструментах что-то типа гуслей. Было прикольно, мне искренне понравилось. В Хельсинки и библиотеки, и церкви стараются идти в ногу со временем, стараются быть современными. Церкви проводят различные выставки, концерты. В библиотеках можно бесплатно что угодно на 3D принтере распечатать, арендовать бесплатно видеостудию и так далее. То есть
И люди ходят в библиотеки, люди ходят в церкви. Для этого не нужны никакие дурацкие законы и дурацкая пропаганда. Молодежь просто сама туда идет. Это становится местом притяжения, и все счастливы. Вот еще пару идей для рождественского Хельсинки, которые я, к сожалению, не успел снять. На окраине Хельсинки в национальном парке Нууксио есть настоящая оленья ферма. Там можно пообниматься с оленями, покормить их лишайником и сделать классные фотографии. А в декабре и в январе там работает настоящий Санта, так что постарайтесь туда заехать за настроением и сказкой. Конечно, какая зима без льда и коньков. Сходите на каток Ice Park, который находится в центре Хельсинки. Горят огоньки, а вокруг прекрасный вид на старые здания. В общем, чисто европейская рождественская атмосфера. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Мои видео из путешествий выходят каждую неделю. Подписывайтесь, чтобы меня не потерять.